Всем приветики! Я иду, в общем-то, смотреть дом. Здесь же ветерники, Серега не успевает приехать, а собственники попросили посмотреть до 17:00. Вот, иду смотреть. Собственник сказал, конечно, что на этот дом очень много просмотров сегодня было и так далее. Я, конечно, не знаю, правда это или нет, но все же было бы прикольно уже прям вот куда-нибудь заехать, уже, если честно, особо не важно куда. Вот. Главное заехать и успокоиться. Потому что это сильно стрессовая, конечно, ситуация, постоянно переезжать куда-то. Хатка, короче. Новая комната. Мы сейчас в ночь переезжали. Завтра расскажу, почему. Да здравствует новый день. Ну что, давайте по-быстрому расскажу. История такая. Сегодня 27 число. Мы должны были сегодня съехать из той квартиры, которую мы снимали. Не квартиру, а комнату. Дешевая, которая, помните? Так вот, мы уехали 26 вечером. Как только Серега пришел с работы, мы приняли решение, что мы уезжаем именно сегодня. Уезжаем вечером, неважно, в ночь и так далее. Просто потому, что туда заехало очень много мужиков. Очень много мужиков-строителей, и от них очень сильно пахло алкоголем, к сожалению. Нам это просто непривычно, и мы ничего, конечно, не имеем против, но вот мы захотели так. Выбора посуточно очень мало сейчас, и если есть варианты, то ценник ненормально бешеный. Чтобы вы понимали, даже хостелы сейчас стоят по 2000 рублей за сутки. 2000 рублей. Хостелы. Мы нашли комнату на окраине. На фотках там была какая-то обещанная кухня, но кухни здесь, как видите, нет. Ну, здесь есть кровать, холодильник. Я вам это все буду показывать, наверное, завтра, когда мы будем уезжать, потому что сейчас у нас беспорядок. Мы искали какие-то вещи свои, потому что мы вчера очень быстро складывались. Вот. И получается, что мы много очень доставали, и беспорядок, ребят, извините. Я вам завтра обязательно запишу, какая у нас была комната и какие приколы от арендодателя здесь есть. Я сегодня пожалела, что из-за того, что мы вчера в попыхах собирались, я не записывала это видео. Мне кажется, это так было бы прикольно. Я вообще очень люблю запечатлить свою жизнь, потому что у меня проблемы с памятью очень серьезные. И, допустим, каких-то моментов, ну, в большинстве случаев, какие-то моменты я не запоминаю. То есть вот мы были в Турции, и я очень много чего уже забыла, понимаете, и мне проще просто будет пересмотреть, как это все происходило и так далее. Я, кстати, не знаю, почему так происходит. Надо память развивать просто, стихи учить. Я вчера же ходила дом смотреть. Вот, и дом-то был прикольный, 200 евро и 200 евро ежемесячно и 200 евро депозит просят. Ну, плюс дополнительно трошки, это так называемая дополнительная плата за интернет, за ТВ и остальное то, что по счетчику, газ и электричество по счетчику. То есть отопление там газовое,
ну и, соответственно, остальное по электричеству. Так вот, я пришла туда смотреть и попросила хозяев, чтобы мы заплатили 200 евро сейчас и 200 евро на следующей неделе, так как нам это удобнее. Ну, чем черт не шутит, лучше спросить, да? И им это было очень неудобно. Вот. Они сказали, что у нас приходит на просмотр очень много людей, и мы лучше тогда сдадим кому-нибудь из тех людей, которые могут заплатить прямо сейчас. Мы сказали, окей, хорошо, ушли. Сегодня я им писала. Они сказали, что дом еще не сдали. Они сказали, что должны прийти люди какие-то до 3 часов дня и сразу с деньгами заехать, заплатить и так далее. Я говорю, ну окей, хорошо, тогда удачи вам. Вот, ну, типа, хороших арендаторов там и так далее. И он мне через 2 часа вот написал, что дом еще сдается, люди не пришли. Я ему написала, напомнила, что я та девочка, которая вчера молодая приходила, вот, и мы просили 200 евро заплатить на следующей неделе депозит, вот, а 200 евро сразу. Ну, будем ждать, что ответят, посмотрим. Я очень была бы рада, если бы они согласились, потому что они такие, ну, пожилая парочка, такие позитивные. Я не знаю насчет, какие они есть на самом деле. Я надеюсь, они и так хорошие. Но зачем жизнь нам будет еще подкидывать каких-то проблем в самом деле? Ну и еще одну квартиру мы сейчас собираемся пойти посмотреть. Опять же, если сейчас нам ответят сегодня по времени, там мы попросили в 7 посмотреть. Если, короче, у человека получится, то мы туда сходим. Посмотрим, смотрите. Какая прелесть. Господи, они такие красивые. Вот на видео не видно, они, кстати, большие очень. И вот такие вот столики у нас есть внизу. Ты посмотри, братан, какой закат. Такой прикольный райончик тоже здесь. Очень миленький. Иду к любимому навстречу. Сейчас мы с ним увидимся. Друзья, я так рада, я бесконечно рада. Я только что пришла домой. Мы не посмотрели хату, которая хотели на 7 договориться. Нам не ответили просто. Но я написала по поводу дома, что мы очень хотим заехать в этот дом, что мы сможем депозит только на следующей неделе внести там и так далее. И они сейчас вечером нам пишут, что согласны. И буквально, когда я увидела эту смс-ку, они мне прислали, ну, 8 минут как прислали уже эту смс-ку. Вот, и как раз в это время я шла с Серёгой и говорила, что я, когда была в том доме, я представляла, как я буду на этой кухне готовить, как я буду делать тортики и так далее. И представляете, вот прям, и вот я захожу в телефон, и смс-ка, вы можете, мы решили, что вы можете, типа, въехать в наш дом. Супер! Супер! Yeah. Ох, ну а эту комнату, эту ванну я вам сниму все-таки завтра, как и обещала. Это боль. В России никогда такое не сделают. Это в России было бы непростительно даже. Да, уволен. Все-таки Вселенная любит нас. Она, конечно, подкидывает нам определенные сложности, и для нее это, мне кажется, как игра. Она подкидывает сложности и помогает с ними справиться.
И это интересно всем, и нам. Такие вот думки на ночь. Но я до сих пор не могу отойти от той радости, того маленького домика. Наверное, мне просто надоело жить в комнате, где рядом есть соседи, и с соседями всегда есть некие сложности и бытовуха, от этого никуда не уйти. И вот, мы будем жить отдельно. Наверное, нужно было побывать на этом небольшом дне. Значит, мы сейчас столкнемся. Ну а сейчас мы идем спать. Я вернусь к вам завтра утром. Вот такой у нас дворик. Здесь у нас большой просторный коридор. Вот здесь ванна с туалетом. Ну, собственно, вот такой подкол. Ванна для лилипутов. Заходишь в ванну, и вот так вот потолок, раком моешься, вообще не выпрямится. Вот такое зеркало. Ну и погнали в комнату. Заходим. Кровать, холодильник свой. Посуда грязная. Зеркало такое смешное. Серега. Вид из окна, балкончик такой. Туманно. Тут ковер, все дела. И придворовая такая территория, прикольно, можно посидеть, кофе попить. Супер, класс. Ну что, едем в дом? Да. Рад? Очень рад. Посмотрите, какой туман. А вот наш такси едет. Этот, кто там? Дача. Дача Логов называется. Тыринь, Яндекс.Такси. 1012 до тут доехать. Ну, а сам дом вы уже увидите в следующем видео. Оставайтесь с нами, мы очень рады всем. Спасибо, что пишете добрые комментарии, что переживаете за нас, что у нас происходит очень много переломных моментов в жизни, радостных моментов в жизни. Вы все проживаете с нами. Блин, мне так приятно от этого. Обязательно ставьте лайк этому видео, если вы еще не подписаны на нас, подписывайтесь. У нас очень много интересного происходит в жизни. И пока!